Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Ну что ж, мы с вами уже связали куколки, ручки, ножки, тело, голову. Сейчас мы будем переходить к самой сложной части, самой такой нелюбимой многими рукодельницами, это вывязыванию вот таких локонов. Процесс долгий, но результат, мне кажется, того явно стоит. Пряжу я использовала для волос. Напомню еще раз. Alize Diva. 100% микрофибра. Здесь 100-граммовый моточек. Крючок я использую для нее 2 миллиметра. Ну и на этом все. Больше для волос ничего не понадобится. Иголочка и все. Потом приступаем к вязанию. На один паричок мне хватило половины моточки пряжи. Но это с учетом вот таких не очень длинных кудряшек. Если будете их делать подлиннее, то рассчитывайте примерно на уже полный моточек. Начинаем вязание с кольца амигуруми. В это кольцо набираем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем, вяжем следующий ряд второй. Провязываем подряд 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 прибавки. Первая прибавка и шестая прибавка. Получилось у нас сейчас 12 столбиков. Следующий ряд третий мы вяжем за заднюю полупетлю. Переднюю оставляем для того, чтобы потом по этим петлям оставшимся вывязать локоны. Получается вот передняя полупетля у нас остается не провязанной. Вводим крючок под заднюю полупетлю. Вяжем один столбик без накида. В следующую заднюю полупетлю прибавку. Так вяжем весь ряд. Один столбик, в следующую петлю прибавку. В общем, повторяется 6 раз. Провязали, получилось 18 столбиков. Следующий ряд четвертый мы вяжем уже как обычно, захватывая полный столбик. Получается, чередуем через ряд. Четвертый ряд вяжем первый столбик, второй и в следующую петлю прибавку. Так повторяем до конца ряда, захватывая полный столбик. В итоге у нас должно получиться 24 столбика. Провязали следующий ряд пятый, мы вяжем за заднюю полупетлю. Вяжем первый столбик, второй, третий и в следующую петлю прибавка. Еще весь ряд так вяжем за заднюю полупетлю. Вяжем 3 столбика прибавка до конца ряда и получается у нас в итоге 30 столбиков. Провязали шестой ряд, вяжем уже за полный столбик. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый и вяжем прибавку. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас получается 36 столбиков. Следующий ряд седьмой. Вяжем за заднюю полупетлю. Провязываем 5 столбиков, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и прибавка. И вяжем так до конца ряда за заднюю полупетлю. В итоге получается у нас 42 столбика. В 8-м ряду вяжем уже за полный столбик. То есть
захватываем заднюю переднюю полупетлю, провязываем 6 столбиков без накида, прибавка. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем прибавку. Довязываем так ряд до конца. В итоге у нас получается 48 столбиков. 9 ряд вяжем за заднюю полупетлю, оставляя переднюю для локонов. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и вяжем прибавку. Провязываем так до конца ряда, 7 столбиков прибавка, и в итоге у нас получается 54 столбика. Провязали и вяжем 10 ряд, захватывая обе уже стеночки петли, полный столбик. Провязываем 8 столбиков без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой и вяжем прибавку. Также повторяем до конца ряда. В итоге у нас получается 60 столбиков. Закончили вязать этот ряд. Всего получилось у нас 10 рядов, и это основа. Прикладываем ее к голове, и вот примерно вот так она выглядит. Она небольшая, часть вот эта маленькая, то есть она не должна быть больше головы. Если вы хотите больше локонов, то можете провязать еще по такому же принципу несколько рядов. Если же у вас наоборот сильно большая часть, можете несколько рядов убрать. В общем, регулируйте сами. Вот так выглядит эта основа на голове. Дальше мы уже начинаем вывязывать локоны. Длину локонов вы регулируете тоже, какую хотите. Вот этот паричок у меня уже есть готовый. Я сейчас буду вам показывать точно такой же. У первой моей куколки тоже такой же паричок. Если вам кажется, что вот эти локоны коротковатые, вы просто набираете большее количество воздушных петель. Для того, чтобы связать такой паричок, как у меня, я набираю 43 воздушные петли. Вот мы закончили вязание и сразу же начинаем набирать. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, и так 43 петли. Дальше уже хотите, можете набрать и 50 петель, 60, в общем, смотря какую длину хотите. Все, набрали необходимое количество воздушных петель. Дальше мы начинаем вязать со второй петли от крючка. Вот первая мы ее пропускаем. Начиная со второй петли мы вяжем столбики без накида в обратном направлении к основанию паричка. В каждую петлю провязываем. В итоге получается 42 столбика без накида. Я вяжу просто столбики без накида, не прибавки. И все равно локоны сами вот таким образом будут закручиваться. И вяжем 42 столбика. Провязали. Вот такая прядочка у нас получилась. Видите, она все равно очень коротенькая, хоть и набираем немаленькое количество петель. Дальше захватываем переднюю полупетлю, следующую, и провязываем соединительный столбик. Я делаю кудряшки через одну петлю, поэтому в следующую я также провязываю соединительный столбик. И уже от
вот этого соединительного столбика снова набираю 43 воздушные петли. Получается, между кудряшками у меня еще остается соединительный столбик, один не использованный для кудряшки. Довязали, в следующую петлю соединительный столбик, в следующую петлю тоже соединительный столбик, и уже от второго этого столбика набираем опять цепочку из воздушных петель и провязываем так первый круг. Дальше переходим к следующему, где мы оставляли передние полупетли, вот эти. Это было у нас специально для локонов. Довязали ряд, поднимаемся выше, еще ряд, выше ряд, и последний ряд у нас будет вот этот, который возле кольца амигуруми. Здесь 12 передних полупетель, у вас получится 6 локонов. Все, в конце соединительный столбик, и паричок готов. Я думаю, тут уже сложного ничего нет. Основная задача осталась, это просто очень долго, монотонно вязать вот эти кудряшки. Вот так вот выглядит паричок с изнаночной стороны. И вот как я вам рассказывала, то что сначала вяжется один ряд, потом переходим на второй, идем от края к центру. И вот так выглядит часть центральная. Из 6 локонов, и вот ниточку я оставила, потом ее просто прячем вовнутрь. Все, вяжем паричок. После будем пришивать вместе с вами к голове его. Покажу вам, как это делаю я. Начинаем пришивать паричок. Для начала прикладываем его на серединку, примерно вот так. И закрепляем с помощью булавочек, чтобы он никуда у нас не убегал. В общем, все хорошенечко закрепили. Посмотрели, чтобы везде он сидел ровненько с каждой стороны. Не было такого, что, например, одна часть ушла в другую сторону. Все закрепили, волосики можно будет подобрать с помощью резиночки, чтобы они не мешали. Теперь давайте покажу вам, как я делаю. В начале, получается, вводим иголочку где-нибудь в стороне, оставляем хвостик. Первым делом я пришиваю нижний ряд, который у нас остался, 10-й ряд. Мы делали локоны за переднюю полупетлю, а задняя полупетля осталась свободная. И вот, захватывая эту заднюю полупетлю, я полностью вот так стежочек за стежочком прошиваю по кругу. Захватывая здесь заднюю полупетлю и дальше захватываем один столбик на голове. Снова точно так же захватываем вторую, следующую, получается, полупетлю. Прошили. Дальше столбик один на голове. И вот так вот по кругу все это пришивается. Первый рядочек. Спасибо. Занятие, конечно, не быстрое, но зато надежно, что паричок уже никуда не съедет. Все, волосы я пришила вот таким образом. Теперь дальше выводим иголочку к первоначальному хвостику, и тут, как мы уже делали в других частях куколки, завязываем узелочки, прячем. Теперь также с помощью резиночки отделяем нижний ряд прядок. Верхние у нас не будут никак пришиваться, а вот нижние мы будем дальше фиксировать. Поэтому нижние отделяем, верхние закрепляем на резиночку, чтобы они нам не мешали.
Теперь начинаем формировать. Формируем челочку. Челочку я сильно прям не пришиваю, но вот, например, делаем одну прядку, будет стежочек вот здесь, возле лица. Дальше можно, чтобы не было вот этого сильно открытого лба, также немножко вот пришить, вот там будет прошить. Локоны заворачиваются друг на дружку. Давайте покажу на примере вот этой моей куколки. Вот так я и делала. В общем, так по кругу весь этот ряд фиксируем булавочками. Вот здесь на челочке немножко фиксируем. Получается почти к основанию, чтобы потом сильно волосики в глазки ей не лезли. Вот так вот будет. А здесь уже дальше фиксируем подлиннее. Особенно после ушка я прям низко ставлю булавочку, буду прошивать в том ряду. Сейчас покажу вам. Вот, дошли до прядки, которая у нас за ушком. И здесь за ушком я прям ставлю маркер вот сюда, булавочку. На примере своей этой куколки показываю. Вот так это выглядит, чтобы голова не была у нас здесь пустая. Вот так я пришиваю эти локоны. Самое главное вначале это все зафиксировать. Так, идем теперь с этой стороны. Вот так мы все закрепили. Теперь будем все это пришивать. Берем ниточку, ту же самую, которую вязали волосы. Так, начинаем. Ввожу я иголочку примерно в том месте, где находится булавочка. Хвостик оставляем. Булавочку убираем, подцепляем локон. Отступаем один столбик вверх, вниз, без разницы там. Главное, чтобы одинаково на всех делали. Если вниз, то и на всех вниз. Переходим к следующему локону. Прошиваем вот так абсолютно каждый. Получается одним стежком. Тоже дело не быстро, но зато потом будет красиво. Все, таким образом, думаю, тут уже все дальше понятно. Локон за локоном, друг за дружкой по очереди все пришиваются. Ну все, вот так вот дальше пришиваем каждый локон. Челочку делаем то же самое, пришиваем там, где отметили булавочками. Она потом вот так сама заворачивается. Все пришили. Думаю, вы тоже. Я вас поздравляю на этом. Мы закончили самую сложную часть куколки. Это ее волосы. И остается теперь самое простое — нарядить нашу красавицу. Это мы с вами сделаем в следующей части.